До конца 90-х годов самыми быстрыми мотоциклами считались спорт-туристы, так как чистокровных спортбайков еще не было. Последним рекордсменом той эпохи стал Kawasaki ZR 1100. На тот момент он считался самым быстрым в мире. Однако в 97 году Honda выкатила свой ответ в виде гипербайка Honda CBR 1100 Blackbird, что в переводе «черный дрозд», который пришел на смену спорт-туристу Honda CBR 1000F. Назван он так был в честь сверхзвукового самолета-разведчика ВВС США Lockheed SR-71, который неофициально носил название Blackbird. Показав максимальную скорость в 287 км в час, Дрозд стал самым быстрым мотоциклом в мире, оказавшись быстрее Kawasaki ZR 1100 всего на 5 км в час. Это стало возможным благодаря отлично продуманной аэродинамике мотоцикла и, конечно же, абсолютно новому двигателю. Сердцем Дрозда стала рядная четверка объемом 1137 кубических сантиметров жидкостного охлаждения, которая выдавала 164 лошадиные силы на 10 тысячах оборотов в минуту и 124 ньютон-метра крутящего момента на 7250 оборотов в минуту. При полном 20-литровом баке мотоцикл весит 250 кг. Разгон от 0 до сотни занимает около 3 секунд. Однако долго почивать на лаврах Honda не пришлось. Уже через 2 года, в 99-м, в продаже появился флагман компании Suzuki – гипербайк Suzuki GSX 1300R Hayabusa. В компании, чтобы захватить мировое господство, решили установить на свой мотоцикл самый большой двигатель на тот момент. И чтобы подчеркнуть превосходство над Honda CBR 1100 Blackbird, мотоцикл был назван Hayabusa, что в переводе с японского означает «сокол», и точно отражает суть байка. Потому что в живой природе эти хищники питаются дроздами и в пикирующем полете способны развивать скорость свыше 320 км в час. В итоге Suzuki Hayabusa с максимальной скоростью в 312 км в час действительно стал убийцей дрозда от Honda. Его 1299-кубовая инжекторная четверка развивала 175 лошадиных сил на 9800 оборотов в минуту, а крутящий момент составлял 138 ньютон-метров на 7000. Имея снаряженную массу в 266 кг, Hayabusa от 0 до сотни разгонял за 2,8 секунды. Бак вмещал 22 литра. Интересным стал тот факт, что компания Yamaha отказалась включаться в борьбу и разрабатывать свой гипербайк, а вместо этого сосредоточилась на своем легендарном литровом спортбайке R1. А было бы интересно взглянуть и на их самое быстрое детище. В 2000 году в борьбу за самый быстрый серийный мотоцикл в мире вновь включилась компания Kawasaki, которая выкатила свой гипербайк Kawasaki Ninja ZX-12R. Он получил рядную инжекторную четверку объемом 1199 кубических сантиметров, которая выдавала 181 лошадиную силу на 10,5 тысячах оборотов в минуту и 137 ньютон-метров крутящего момента на 7,5 тысячах. В боевом состоянии мотоцикл весит 246 кг, бак вмещает 19 литров топлива, а от 0 до сотни ZX-12R выстреливает за 3 секунды. И несмотря на большую мощность в сравнении с Hayabusa, ZX-12R не смог сместить Сокола с первого места. Его максимальная скорость была около 300 км в час.
За всю историю своего существования Honda CBR 1100 Blackbird практически не подвергался серьезным изменениям. В 1999 году мотоцикл получил впрыск топлива, однако мощность осталась на прежнем уровне, это 164 лошадиные силы, но вырабатываться она стала на 500 оборотов в минуту раньше. Помимо этого, некоторые изменения коснулись головного света, воздушного бокса, воздухозаборников, системы масляного охлаждения и сцепления. Бак увеличивается до 24 литров. С 2001 года появился электронный спидометр. По каким-то своим причинам Honda отказалась от дальнейшей борьбы за лидерство, и Honda CBR 1100 Blackbird в таком виде производился до 2006 года включительно. Поняв, что Hayabusa не догнать, Kawasaki выпускают первый и последний рестайлинг своей модели Kawasaki Ninja ZX-12R, чтобы поддержать продажи. Мотоцикл получил слегка измененный внешний вид, направленный на улучшение аэродинамики. Немного меняются фары, ветровое стекло становится чуть выше, переднее крыло чуть укорачивается, также на 30% увеличиваются впускные отверстия системы инерционного наддува. Иные настройки получают подвески и двигатель. Максимальная мощность снижается до 178 лошадиных сил. Топливный бак уменьшается с 20 до 19 литров. На протяжении 6 лет никому не удавалось догнать Hayabusa. Только в 2006 году с выходом Kawasaki ZX-14R лидерство среди самых мощных серийно выпускаемых мотоциклов наконец-то перешло к компании Kawasaki. Однако даже этот факт не способствовал снижению популярности легендарной Hayabusa. За основу Kawasaki ZX-14R, он же ZZR 1400, был взят специально разработанный двигатель объемом 1352 кубических сантиметра, который выдавал на первых модификациях 190 лошадиных сил. Впоследствии, в 2008 году, максимальная мощность была увеличена до 193 лошадиных сил. При сниженной массе в 255 кг разгон до сотни занимает 3 секунды. Максимальная скорость по паспорту из-за всеобщего введения ограничений составляет 299 км в час. Но естественно, если снять ограничитель, то максималка переваливает за 320 км в час. В 2008 году последовал ответ от компании Suzuki. Hayabusa подвергается первым изменениям, коснувшимся двигателя. Это увеличение рабочего объема с 1299 до 1340 кубических сантиметров. Повышается степень сжатия до 12,5 к 1. Увеличивается мощность со 175 до 197 лошадиных сил. Появляются титановые клапана, облегченные поршни, система впрыска с двойными дроссельными заслонками. Появилась возможность выбора из 3 режимов отдачи мощности, а также проскальзывающее сцепление. Максимальная скорость без ограничителя достигает отметки в 320 км в час. Чтобы окончательно поставить точку, в 2012 году Kawasaki выпускает обновленный ZX-14R. Мотоцикл получает новый двигатель еще большего объема, 1441 кубический сантиметр, который помимо этого получил новые облегченные поршни, усиленные шатуны и коленвал, распредвалы с более высоким подъемом, новые цепь ГРМ и элементы коробки передач.
Модель также получает новую выхлопную систему, трехуровневый трекшн-контроль, проскальзывающее сцепление. Меняются внутренние компоненты задней подвески. От 0 до сотни гипербайк разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость без ограничителя достигает 340 км в час. В таком неизменном виде Kawasaki ZX-14R продается и сегодня по цене в $16 700 США. В самой Японии он, к сожалению, не представлен. Так же, как мы с вами знаем, компания Kawasaki захватила лидерство и среди самых быстрых спортбайков в мире, выпустив модели с наддувом Kawasaki Ninja H2 и H2R в 2015 году. Последний на сегодня ответ, который ничего не поменял, случился в 2021 году. Компания Suzuki обновила свой флагман, однако ожидания фанатов о супермощном Соколе не оправдались. Мотоцикл получил лишь небольшие внешние изменения, а тот же 1340-кубовый двигатель снизил мощность до 190 лошадиных сил и 150 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса снижается до 264 кг, однако и бак уменьшается до 20 литров. В отличие от ZX-14R, Hayabusa продается у себя на родине, где за нее просят 2 156 000 йен, это сейчас $14 500.